Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Друзья, сегодняшнее повествование начну сразу с вопроса, над которым бьется уже не одно поколение. Почему самые крупные наземные хищники не едят пингвинов? Напишите в комментах, но доподлинно известно, что нашему сегодняшнему гостю не дают прохода лишь леопарды и бабушки-касатки. Встречайте царь, очень приятно царь из мира пингвинов. Императорский пингвин, также известен как пингвин Фостера, самый крупный и тяжелый из современных видов семейства пингвиновых. Его рост обычно составляет около 122 сантиметров. Средний рост человеческого подростка, а вес колеблется между 22 и 45 килограммами. Как и все пингвиновые, императорские пингвины не умеют летать. Еще бы поднять такую жирненькую тушку весьма сложно. Вместе с королевским пингвином, который очень похож на императорского, но меньше, относится к роду императорских пингвинов. Впервые эти удивительные птицы были обнаружены в 1820 году в ходе исследовательской экспедиции Беллинсгаузена. Однако первые упоминания об императорских пингвинах фигурировали еще у Васко да Гама в 1498 году и у Магеллана, который встречал этих птиц в 1521 году у южноамериканского побережья. А древние предки пингвинов, судя по археологическим найденным останкам, были значительно крупнее. Считается, что самым большим предком современных пингвинов был пингвин Норденшельда. Его рост соответствовал росту современного человека, а масса тела достигала практически 120 килограмм. И в отличие от ныне живущих пингвинов, они имели развитые крылья и умели летать. Императорские пингвины живут на самом крайнем юге. Из всех видов пингвинов императорские заходят дальше всех на юг, видимо, в поисках тепла. Около 300 тысяч особей императорского пингвина живут на льдинах вокруг Антарктиды, но для спаривания и высиживания яиц они мигрируют на материк. Мало того, что императорский пингвин живет на юге, так еще и питается он исключительно морепродуктами. Охотится он только в океане. Императорские пингвины предпочитают добывать добычу в своих организованных группировках. Эти организованные группы обычно плывут прямо в косяк рыбы и быстро в нем нападают на добычу, клюя все, что попадется под клюв. Мелкую добычу они едят прямо в воде, а с более крупной они должны выплыть на поверхность, чтобы там было удобнее ее разделывать. Охотясь, императорские пингвины преодолевают большие расстояния, двигаясь со скоростью до 6 км в час и опускаясь на глубину в сотни метров. Рекордная зафиксированная глубина составила 564 метра, а продолжалось это пингвинье погружение целых 22 минуты. Ну а глубина пингвиньего нырка зависит от количества света. Чем больше света, тем глубже они ныряют, так как их главным ориентиром при охоте является зрение, а не слух. Императоры ведут групповой образ жизни, сбиваясь в крупные колонии, которые могут насчитывать до 10 тысяч особей. Кстати, по суше императорские пингвины часто передвигаются лежа на брюхе, работая лапами и крыльями. Эти большие птицы отличаются невероятной стойкостью к холоду, от которого их оберегает толстый слой
слой жира. Императорские пингвины способны выживать при температурах до минус 60, причем период их размножения приходится на то время года, когда скорость ветра нередко достигает 200 км в час, а температура падает до минус 50. Для того, чтобы согреться, императорские пингвины собираются в плотные группы, внутри которых температура может достигать аж плюс 35 градусов. При температуре окружающего воздуха минус 20. При этом пингвины постоянно перемещаются от края группы в центр и обратно, чтобы все находились в равных условиях. Такой вот пингвиний социализм при подаче централизованного отопления. Императорский пингвин, несмотря на гордый вид и название, очень осторожен и даже пуглив. Многочисленные попытки окольцевать птиц для изучения не увенчались успехом, так как при приближении голых обезьян у императоров начиналась такая паника, что пингвины разбегались, бросая яйца и птенцов. Ну а теперь самое интересное. В мае императрица откладывает одно единственное яйцо. Она с помощью клюва перекатывает его на лапы и накрывает сверху кожаной складкой на нижней стороне брюха, которая называется наседной сумкой. Появление яйца сопровождается громкими криками родителей. Кстати, весит такое яйцо 450 грамм. Через несколько часов все тяготы заботы о яйце берет на себя отец, у которого тоже есть наседная сумка. Самочка же отправляется на кормежку в море. Отцы-одиночки при любом ухудшении погоды собираются в плотные группы и начинают ждать в этом голоде и холоде возвращения мамаши. Обычно это длится 62-66 дней, иногда и до 100. Одновременно с возвращением мам появляются и птенцы. Каждая императрица находит своего супруга по голосу. Самцы, наголодавшись за 3 месяца и потеряв 40% массы тела, передают мамам деток и сами уходят на кормежку. Мамаши около 3 недель кормят детяток полупереваренной пищей, а в возрасте 5 недель птенцы императорских пингвинов уже не помещаются в наседной сумке и уходят в так называемые детские сады. Кстати, мамы, не будь дурочками, находят только своего птенца среди сотен других и кормят только его. К году пингвинята могут считаться полноправными императорами и самостоятельно охотиться. Живут императорские пингвины до 20-25 лет. Единственные хищники, убивающие взрослого императорского пингвина в воде или вблизи воды, это касатки и морские леопарды. О них вы найдете ролики в плейлисте «Морские обитатели». На сегодняшний же день императорские пингвины занесены в Красную книгу. В начале 20 века они вообще находились под угрозой исчезновения, но сегодня приняты меры по сохранению их численности и их запрещено убивать. Так что там с белым медведем? Никто не забыл? Жду ваших комментов. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!